едем в отель на Тесле. Вау. Первый раз я буду ехать на Тесле. Интересно. Мы в Тесле внутри. Какая прелесть. Мое первое впечатление в Гонконге, когда мы приземлялись. Это так шикарно, ты как будто бы приземляешься на воду. Сначала показался мост, один мост, другой мост. И мы летим над водой уже так низко, что я думаю, что мы приземляемся на воду. А как оказалось, что аэропорт находится прямо у кромки воды. И сама взлетная посадочная полоса, она прям начинается от моря. И мы прямо присели, прямо около моря. Это так здорово. Итак, мы в Гонконге. Прилетели сегодня утром. В Дели плюс 46. Мы сбежали от этой адской жары и прилетели в комфортный плюс 26. Из номера прямо выходить не хочется, можно сидеть и сидеть, вот как возле аквариума. Это 12 святых генералов, это генерал Михира.天地，我不会放手。每一刻孤独的承受，只因我曾许下承诺。你我之间熟悉。Хоть нормальное желание загадал? Да. Давай, еще чуть-чуть, еще немножко. Давай, давай, давай. Давай. Сделали это, молодец. С вами Вояж Дилетантов. Если вы все-таки добрались до Будды, сначала вы приходите, становитесь напротив него, загадываете желание, хлопаете в ладошки, смотрите на Будду, а потом вам надо обязательно сюда подняться. Обязательно. 360 ступенек, это не так много, поверьте. 5 минут, и вы на месте. И сверху открывается такой потрясающий вид. Будда сидит как будто бы на цветке лотоса, на лепесточках. Внизу очень красивый храм китайский. Справа у вас будет вид чудесный на бухту с островами. И это просто потрясающе. Еще прибавьте сюда волшебный чистый воздух. Стрекозы летают. Просто здорово. Я нисколько не жалею, что я поднялась сюда. И хотя это было нелегко по жаре, но просто очень красиво. Ну и, как говорится, ближе к Будде это все равно чего-то стоит.
рамки снимать там внутри нельзя. Нельзя делать фото, нельзя заходить. Это прикольно, но это немножко страшно. Здорово, 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 но с другой стороны я сижу на полу и я вижу только верхушки деревьев. И мне это не нравится, мне хочется подняться, медитируешь. Левитирую. Это фокус левитации. Я лечу в воздухе без малейшей поддержки. Ну что, с днем рождения тебя еще раз. Воде заканчивается, и там идет такой большой подводный туннель, вот, по которому мы поедем в Макао. 现在正在下去呢，现在正在下雪，现在正在下雪。 Ну что, ребята, мы забрались на пик Виктория. Сначала мы побывали на Будде, а сейчас на такси мы приехали в это волшебное место. Как же здесь здорово и сказочно, да, Володя? Вон там вот за той волнистой крышей как раз наш отель. Ну да, остановились в небольшом отеле, как раз с видом на эту В площадь. случае нам сильно повезло с погодой сегодня. Если Да. бы был дождь, что обещали, как раз на пике Виктории, нам было бы здесь не очень pleasant. Ну, вы видите еще, что солнце еще отражается. А на завтра, домах. скорее всего, будет дождь, Да. судя по облакам. Нет, очень красиво, и Гонконг, он как бы подавляет вот каким-то своим Неправильное слово, не подавляет. Не знаю, меня подавляет своим футуристическим каким-то пейзажем. Такое впечатление, что я где-то нахожусь в фильме в «Пятом элементе», и какие-то дома, ну, очень много небоскребов. Володя, мы сейчас в ресторане. Скажи, как называется? Ой, Буба Гам Шрипс, чего-то там. Это по мотивам фильма «Форест Гамп». То есть мы сейчас на пике Виктория. Да, Как раз где-то на 3-м этаже находится вот этот ресторан «Шримпс». да. Буба Гам Шрипс. И скажи, пожалуйста, как тебе вот эта еда? Очень вкусно, по-моему, да, все? Но, на самом деле, вполне свежая рыба, свежие креветки, выловленные. Да, мне очень понравилось. У меня вот эта вот паста, она просто великолепная. Она с креветками, с мидиями. Ну, очень вкусно, и вообще обслуживание здесь замечательно. А самое главное, посмотрите, какой здесь вид обалденный просто. Здравствуйте, с вами Вояж Дилетантов, и мы приехали в Оушен Парк в Гонконге. Это должно быть что-то потрясающее. Здесь есть и аквариум, и панды, и американские горки, и еще много-много всего интересного.
слышит. Слышит он тебя. Володя ждет приближения панды. За пандами можно бесконечно. Мы тут залипли минут на 40, потому что ты бегаешь от одного вольера к другому. Вот она, панда вышла, вот. Но здесь здорово, здесь можно стоять, потому что здесь прохладно. И экономьте время, потому что здесь еще очень много интересного. Но все-таки панды, мне кажется, это самое такое волшебное место. Ну что, внизу такие тихие аттракционы, панда, аквариум, что там еще есть, там какая-то золотая рыбка. А сейчас мы отправляемся наверх, и там должно быть что-то фантастическое. Ну, это как в Диснейленде. Поехали! Ну что, второй день, Гонконг, впечатления невероятные. Больше всего мне нравится смотреть сверху на океан, на эти острова, на эти яхты. Ну здорово. Просто заряжаешься оптимизмом, наверное, на полгода вперед. Поэтому мне хватит этого впечатления надолго. Не переключайтесь. С вами опять «Вояж дилетантов». Я Елена. Мы в Гонконге, в Оушен парке. И надеюсь, что вы досмотрите наше видео до конца. Ставьте лайки. Очень классный аттракцион. Да, вся мокрая. Ой, фонарик. Еще не закончился. Сейчас еще разочек, да? Да. Падаем, падаем, падаем. Падаем, падаем, падаем.
Вот. Мы очень долго пытались объяснить официанту, что мы хотим хлеба. Да, и вместо хлеба он нам принес вот такие вот блины. Ничего себе. Да, вот. Суп, мы заказали суп, оказался этот суп с дыней. Зимние дыни. Да, суп с зимней дыней, и там еще мясо, грибы и креветки, все это вместе. Грибы, креветки и мясо, и еще зеленый горошек. Но я вам скажу, что это очень вкусно. Потом мы попросили его рыбу. Мы думали, что нам принесут какой-нибудь филе рыбы, но вместо этого нам через 20 минут принесли вот такую рыбу. Но тоже очень вкусно в таком кисло-сладком соусе. И мне прямо... Как все нравится? Нет слов. Мне вкусно. Учитывая, да. Yeah. Вот оно. Yes. Yes. And one dish. Так, вот это. Да. Так, да. And one dish. Ага. One dish. From tomato, dish. Слишком много не надо. Okay. And And dish. вот оно что. Вот где собака порыта. Okay. Так, Yes. окей, I understand. Yes. Yes, I understand. That's the best. Сейчас мы Yes, это go ahead. Thank you. Thank you. зайдем. И вот так вот это оказывается надо. Okay. Fantastic. Das ist fantastisch. Das ist fantastisch. Just В июне 2019 года власти Гонконга передали в парламент страны законопроект об экстрадиции преступников по запросам Китая и Тайваня. Этот законопроект вызвал массовые протесты в Гонконге. Люди опасались, что принятие закона об экстрадиции позволит властям сводить счеты с неугодными. Тысячи молодых людей вышли на улицы. 12 июня протесты переросли в открытые столкновения с полицией. 16 июня в воскресенье более 2 миллионов человек заполонили основные улицы Гонконга, было перекрыто движение автотранспорта. Это происходило практически в те же дни, когда мы были в Гонконге, но мы видели это только по телевизору. Буквально вот полчаса назад я прочитала в новостях, что правительство пошло на уступки протестующим, что закон хотят отменить. Не знаю, будет ли это сделано, но я надеюсь, что скоро, наверное, все это закончится, то, что происходило летом. И Гонконг будет опять таким безопасным и приветливым городом для туристов. Гонконг надо посетить обязательно. Если вы были уже в Сингапуре, в Шанхае, не знаю, в Токио, обязательно посетите Гонконг для сравнения. Город очень красивый, набережная шикарная.
много достопримечательностей, красивые парки. Мне понравились сами жители Гонконга. Есть где погулять, есть что поесть, и, в общем, Гонконг очень классный город. А для меня Гонконг еще это родина Джеки Чана. Я обожаю его фильмы, и в Гонконге снималось много фильмов Джеки Чана. И когда вы попадете на набережную, там есть аллея звезд, и вы можете приложить свою ладошку к отпечаткам ладошек Джеки Чана. И, конечно же, сфотографируйтесь, обязательно сфотографируйтесь с памятником Брюсу Ли. Естественно, это тоже очень значимая фигура в Гонконге. Итак, Гонконг просто красивый, сумасшедший. 让我学会神态自若。让我感受到有爱在身上走过。幸福也能把我的 Мост 坚 из Гонконга в Макао. Длиной 55 километров в форме буквы X, который соединяет Гонконг, Макао, Чжухао. 6 километров из 55 мост проходит под водой. То есть это длинный подводный тоннель. Автобусный терминал в Макао и Mainland China. Народу что-то немного совсем, наверное, потому что рано. Автостанция с комфортабельными автобусами находится прямо рядом с аэропортом. Совершенно нет нужды покупать билеты заранее или бронировать в интернете. Приходите, каждые 15 минут отправляются полупустые автобусы. Итак, путешествуйте с нами. С вами Вояж Дилетантов. Подписывайтесь, дискутируйте, пишите комментарии. Мы всегда рады обратной связи. И с вами была Елена.